Станция метро Ковент-Гарден, рядом с нашим отелем, куда мы приехали. А вот и сам Ковент-Гарден. Это, по сути, открытых торговых рядов получается. Радость девочки. Что ты говоришь? Радость девочки, да. И мы сейчас туда пойдем. Там должны быть mash and pie или как-то pie and mash. Ну, в общем, поедим. Посмотрим, что там такое. Ковент-Гарден Маркет. Солнышко. Да. Я здесь ничего не куплю, что ли? Ты здесь ничего не купишь? Я все здесь куплю. Все купишь? Носить сама будешь, я не буду. Ну, такой Я не крытый. могу отсюда уйти. Мы поедем в бейсмент, в подвал есть. Там, говорят, лучше. А тут несколько таких галерей, похоже, да? Смотри. Ага. Да, вот туда вниз мы пойдем, поедим. Making video? Okay. And could you repeat, please? What would you recommend? Yeah, that's for me because I always follow the beautiful girls' advices. 100%. Okay, perfect. That's for me, please. Please don't put me on the camera. Okay. So, and for you? For me, chicken and mushroom. Sure, so one beef, one chicken. Do you want guys some side dishes with the fries like mushroom? Ну как? Вкусно. Вкусно? Да. А что, горошек не ешь? Не люблю горошек. Не любишь горошек? От него? Нет, я просто не люблю горошек. А я ем горошек, у меня все хорошо. Вот мы стояли на переходе, да не совру, минуты 3, наверное, да? Да. И ждали зеленого. И они все идут на красный, все! Даже инвалид в коляске на красный херачит. Только мы, как идиоты, стоим зеленый ждем. Вот стоим, опять ждем зеленый. О, смотрите. А всем по барабану. Красный, видите, красный горит. А все идут, и похрену. Главное, в тот момент, когда мы соберемся на красный пойти, обязательно поедут машины. Вот смотрите, вот гарантирую, сейчас эта тетка пойдет на красный. Вот смотрите, красный. Вот это, видите, в коляске? Вот видите, они все идут на красный. По барабану. Ну, давай, дорогая. Давай, давай, тебе уже все равно что терять, ты все равно на коляске. Слышь? Не дождались мы этого светлого момента. Колокольчики звонят, церквушки. То Павла, мы там рядом с ним вчера были. Тогда мы еще не знали, что это собор Святого Павла. Собор Святого Павла. Меня тут учителя и русского языка поправляют. Вот они, учителя русского языка. А вообще жарко. Утром колотун был, ходили, мерзли. А сейчас уже жарище. Солнце вышло и все. И мы уже одеты не по сезону. Что за погода в этом Лондоне? Жуть. Как в Питере? Но в Питере не так. В Питере Да тепло и родное все. Собор Святого Павла. Красивый. Мы его вчера еще заметили с той стороны Темзы и целенаправленно вышли к его куполу. Но вот с этого ракурса купол не видно. Видно только вот эти две башни с часами и без часов. А мы сейчас зайдем его с другой стороны. Там торговый центр, и на нем должна быть смотровая площадка.
И с нее, как пишут, открывается великолепный вид на купол. Он большой такой. Собор. Собор. Я знал, что тебе понравится. Сейчас звонит мне, скажи. Собор, колокол на соборе звонит. Все. Прощай, Оксаночка. Я сейчас умру от разрыва сердца просто. И ихний колокол. Ихний колокол на соборе звонит, точно. Поехали на руф террас. Вот лифт с прозрачными стеклами. Ускорение такое хорошее. Все четко, я встыгаюсь. А лифт прозрачный. Пол-то непрозрачный. Да? Ой, блин. Пошли. Что видели? Рядом проходили. Кого? Нет, огурец другой. По-моему, другой. Ну вот это Сант-Паул Кафедрал, или как он там? А вот это, по-моему, Лондон Ай называется. Вот это колесо, где мы вчера были там. И сегодня, кстати, тоже. Красиво. Идешь, обычно улица такая, ну, улица. Потом такой раз, внезапно. Хоп, и церковь. Красивая. И вот здесь вот такая, как это называется, эклектика, смешение стилей, да? На каждом шагу. Leatherhorn Market. Говорят, тут снимали какую-то из серий Гарри Поттера, да? Какой-то кривой переулок. Кто смотрел это кино, наверное, должен узнать это место. Я не смотрел, да. Я не смотрела. Ну, как обычно, ремонт. В Лондоне везде ремонт. Молодцы. Значит, есть деньги на ремонт. Осваивают. А вот офисный планктон бухает по окончанию рабочего дня. Окончание уже? Ну да, 6 час. Все как у нас. Ничего не меняется, везде все одинаково. А вот это какая-то типа Москва-Сити. Небоскребы. Ну как небоскребы? Ну тут такой высокий. Это знаменитый огурец. Ну как знаменитый? Говорят, что знаменитый. Я читал, что лондонцы сначала его не приняли, как в свое время парижане не приняли Эйфелеву башню. Но потом он стал каким-то таким негласным символом Лондона. И вроде всех все устроило. И вот смотрите, насколько интересно смотрится сочетание старинное здание от этого и нового огурца. Облака плывут красиво. И тут хай-тек такой прям. Я же говорю, что Лондон это такое сочетание несочетаемого. И ничего, вроде все смотрится неплохо. Вот такой виадук, что ли, сверху. Типа мост. Ну да, похоже. Вон деревья растут. Причем так хорошо растут. Тут какие-то движуха какая-то, соревнования. Что-то медленно бегут они. Наверное, долго. Думаешь, долго? А я думаю, дрищи. Смотри, он вообще, а то он идет, болтает. Ну что это такое? Бегать ты пришел сюда или что? А он с телефоном. А, ну что, где это все? Это все около Тауэра. Вот Тауэрский бридж. Сейчас мы пойдем поближе и снимем его, все его в первозданной красоте. Tower Bridge. Мост Тауэр. А вот Тауэр сам справа, сейчас покажу. Но мы сначала посмотрим мост. Оксана тут рассказывает, что это просто сказка какая-то.
космос? Да ты чё? Посмотри, какой он шикарный. Какой он шикарный. Какой он красивый. Как из сказок. В тебе, говорит, идолопоклонничество перед Западом. Нет, нет, во мне говорит любовь прекрасна. Нет. Нет. Как будто мультик диснеевский смотрю. Я не люблю диснеевские мультики. Очень зря. Ну, красиво, да. Вынужден согласиться. Красиво. Вот и все. И все. Как говорят, сердце Лондона. Тауэрский мост. Вот мы на середине. Кстати, подъемная часть чувствуется, как она гуляет под ногами, когда машины тяжелые проходят. И вот эти две башни. И там, я так понимаю, спрятаны механизмы подъемные. А он вообще хоть когда-то поднимался или назначался? Огурец. Там были. Военный корабль. По набережной пойдем посмотрим поближе его. Ну вот он, Тауэрский бридж со стороны. Красивый. Символичный. Некоторые тут ходят и улыбаются. Не могут. До сих пор не могут осознать от того, что мечта сбылась. Вот такая вот глупая улыбка. Ну, мост, ну, Тауэрский. Как там это? Ну, в этом фильме-то. Ну да, ну съел вилку, ну хорошо. Что дальше? А вот он Тауэр. Он Тауэр маленький совсем, да? Вообще это изначально была деревянная крепость, по-моему, в 9 веке построенная Вильгельмом Завоевателем. А в своем нынешнем виде, там была всего одна башня, а в своем нынешнем виде он был перестроен Ричардом Львиное Сердце, если я не ошибаюсь. И тогда уже получил название Тауэр. Это была резиденция английских королей сначала. Впоследствии это было в течение, наверное, 2 веков это тюрьмой было. А сейчас это музей. Вот так вот я целый день не хожу и вижу вот это вот все на лице. А там какой-то Warship, боевой корабль, музей. Дойдем, не дойдем, он, наверное, закрыт уже время. Время 6. Ну, пойдем посмотрим. Тут это тип птичьего полета. Вот этот вот корабль музейный. Вот Тауэр, мост. Вот сам Тауэр. По какой причине? Вот британский, вот русский флаг. Вот там норвежский флаг. Канадский, по-моему. Надо пойти узнать, с чем это связано. Это рынок, как он называется? Что-то Букет, Боне. В общем, какой-то рынок. Но, к сожалению, уже поздно. Время 6:30, а он закрыт уже. Метро наверху идет. А так здесь, говорят, достаточно разнообразный выбор всяких продуктов. И ресторанчики, кафешки есть. Можно ходить, все пробовать. Ну, такой старый лондонский рынок. Красивый. Такой. Как, если бы мы были в церкви, я бы сказал, намоленное место. Да? Оксана не согласна. Говорит, я слишком антирелигиозен. Да? Я уже молчу. А уже молчит. И галдеж такой здесь, в этих пабах. Народ отрывается. Вот в эти моменты жалеешь, что не бухаешь. Только отошли от рынка, буквально 200 метров. И такие тихие дворики, такие тишина.
Пахнет, как пахнет, да? Этими растениями всякими. Такая деревня, прямо в центре Лондона. Сан-Паулс Cathedral. Я не помню, как это. Ну, не, я не помню, как по-русски правильно, поэтому буду говорить Cathedral. Тут я уже не ошибусь. Вот. Сейчас мы туда пройдем к Миллениум Бриджу. Вон там Тауэрский мост, уже, наверное, не видно. Это как лошади не везде носятся. Итак, мы на мосту Миллениум. Вот Сан-Паулс Cathedral. Вот там дальше, оттуда мы пришли, видно Тауэрский мост. Что еще? Где мы еще сегодня были? У меня все в голове перепуталось, где мы были сегодня. Везде мы были сегодня. Так, потом дальше. Вот туда дальше Вестминстерское аббатство. Заканчиваем съемки, потому что села батарейка. Ну, такое метро у них, конечно, недаром называется Тьюб. Она реально труба, особенно переходы. Идешь, как в этом, в фильмах про немцев. Бункеры и прочее такое все. И поезда очень маленькие. Прям маленькие-маленькие. Вот идет поезд. Или это не наш поезд? Наш. И сидушки вот такие у них мягкие. А вот эта вентиляшка, видите, сколько мусора. Пойдем. Ноттинг-Хилл, да. Мы выходим. Видишь? А зачем мы сюда приехали? Кино посмотреть. Кино посмотреть, да. Я очень люблю по всяким знаменитым местам из фильмов. В Риме, например, были на площади, где снимался Юзовский и Астреп, мы были на Испанской лестнице, где снимались римские каникулы. А сейчас будем смотреть на фильм. У них не только Wi-Fi нет, у них даже мобильной связи нет. Страна третьего мира какая-то отсталая. Реально. Сделать. Правда, мне интересно, сколько лет это стоит. А, это же просто... Да-да-да, все, теперь вижу. Обман, все обман. То есть это металлические заборы, просто постриженные кустики. Но забор металлический все равно. Ну, красиво. Вон оно как в перспективе смотрится. Итак, мы на Ноттинг-Хилл. Вот он, Ноттинг-Хилл. Мой любимый уголок Лондона. Портабл, это маркет называется. Вот эта вся улица, это рынок. Вот всякой фигни там. Все. О, что-то блестящее увидела. Да. Ну иди посмотри. Можно. Фас. Что? Все. Оксана Сорока. Нашла этот магазин. Ну вот этот магазин, который был в кино показан, где этот Хью Грант, по-моему, да, и Джулия Робертс были. Вот он, вот у них тут все это. Хорошая реклама, наверное. И вот, соответственно, здесь этот фильм снимался. В ту унылую среду я, как обычно, пошел на работу через рынок. Я не подозревал, что в тот день моя жизнь круто изменится. Кстати, вот здесь я работаю, в маленьком магазине путеводителей. И где-то там должен быть дом, где якобы он жил. Ну, зайдем посмотрим, что тут в этом магазине. Похоже или нет. Че, не как в кино? Не как в кино? Что? Так это этот магазин, который в кино был. Я тебе говорю, 142-е
под этот. Это этот именно? Да. Значит, здесь и куплю все сувениры. Все? Нет. Еще только начинается. Ну, смотри, сколько здесь всего интересного. А в магазине интересно, мы на кассе расплачиваемся и по-русски начали говорить. Продавец или владелец, он говорит, а вы русские? Да. А откуда? Ну, там, тыр-пыр. Я говорю, а ты откуда русский знаешь? А он говорит, я в Бишкеке 20 лет назад был. Я говорю, отлично, русский знаешь за 20 лет. Я говорю, а сам откуда? Он с Афганистана, Кабул. Я говорю, а. И как, говорю, шурави лучше, чем американцы? Говорит, шурави лучше, намного лучше. Вон там народ что-то... вчера какой-то футбол что-то выиграл. И народ там с ума сходит, по телеку сегодня видели. Типа кто-то там не должен был выиграть, но выиграл. Ага, наши братья, немцы. Кто смотрел Ноттинг Хилл, вот мы нашли дом, в котором жил герой Хью Гранта. Здесь и проходит моя жизнь. В маленькой деревушке посреди небольшого города, в доме с голубой дверью, который мы с женой купили еще до того, как она сбежала к парню, похожему на Харрисона Форда. Вот это, нет, там терраса такая, второй этаж. Там же, видишь, у него лестница туда, а потом наверх поднималась, и вот второй этаж, вот он там. А там на крыше эта хрень. И похоже, они реально все здесь снимали. Да? А вот это вот кафешка, из-за угла которой поворачивал он и облил ее соком. То есть вот здесь, на этом углу, он облил ее соком. И когда он сказал о том, что пойдемте ко мне, простернем одежонку, мой дом напротив. А она что спросила, напротив это сколько в ярдах? Простите меня, я извиняюсь. Давайте я... Уберите руки. Мне очень жаль. Я живу через дорогу. Дома есть вода и мыло, и все отмоется. Нет, спасибо, я лучше вызову машину. У меня и телефон есть. Я уверен, через 5 минут мы вас отдраем, и вы вернетесь на улицу. Что? Я не в смысле, что вы здесь работаете. Ну хорошо. Что значит через дорогу? Сколько это в ярдах? 18. Вон мой дом. С голубой дверью. А он сказал 20 ярдов. Вот где-то здесь они стояли, да. И вот показал на вот этот дом. Ну вот как-то так. А магазин, где мы были, он дальше. Вот этот, в котором снимали. Но там не было никогда магазина именно путеводителей. Там всегда был магазин сувениров. Они просто там снимали. Вот там на углу. А туристы почему-то думают, что магазин путеводителей здесь. Вот где-то ближе, надо посмотреть. И снимаются около этого магазина всегда. Ну вот да, во-во, точно, вот это, около этого кафе он выворачивал, да. Около этого кафе он выворачивал. Вот здесь столкнулся с ней. И вот с этого угла, вот сейчас я даже туда дойду, скажу, вот здесь. И вот с этого угла он сказал, вот мой дом напротив, как раз через дорогу. 20 или сколько там, 30 ярдов. Пошли за кофе. Пошли за кофе? Хочешь встретить Джулию Робертс? Нет, я хочу кофе. Хью Гранта, да, точно. Дворики интересные. Цветочки, вот столик. Народ тут, наверное, чай пьет по вечерам. А мне вот интересно с точки зрения дождя, как здесь ливневка сделана. Все-таки это настолько ниже уровня земли. Вот такая улочка. Где-то в центре Лондона. Это могилки. Там, думаешь? Ну, пойдем туда.
Оформлены здесь заборчики такими листиками. И вроде забора, а вроде и красиво. Мне понравился такой тихий, реально тихий, спокойный, зеленый, ухоженные домики такие. Причем, ну, реально ухоженные. То есть видно, что за ними следят. Нету там сорняков, деревья пострижены, покрашенное все. Тут вот церквушечка какая-то. Такой, наверное, не бедный райончик. Это тоже центр Лондона. Вот мы здесь по лестнице спустились и вышли на такую чудесную живописную улочку. Вообще реально красивая. Розы. Прям как в сказке. Вон, смотрите, так интересно, деревья растут. А до них, наверное, специально как-то вот выправляли ветки, чтобы они вот прям вдоль росли, подрезали. Ну, то есть это такой труд. Ух! Реальный труд. Красота просто. Ты смотри, ты видела, как они деревья вдоль уложили? Это же дерево, это ствол. То есть они намеренно в течение долгих лет это делали. Шикарно, совершенно шикарно. Да, мне такой Лондон нравится. Не туристический,